Вертолет президента Ирана потерпел крушение. Россия ищет слабые места на фронте, а украинские дроны атаковали Ленинградскую область. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана, потерпел крушение. Доктор. Россия нанесла удар по базе отдыха под Харьковом. 6 человек погибло, 27 пострадало. 8 граждан находятся в тяжелом состоянии, ведутся поисково-спасательные работы. Предварительно установлено, что удары были совершены ракетами «Искандер-М». Состояние премьер-министра Словакии. Что говорят официальные лица страны? Мы твердо верим, что все будет хорошо, но должны еще раз предупредить, что состояние здоровья премьер-министра по-прежнему очень серьезное. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Внизу под этим видео вы сможете найти кнопку «Супер спасибо» и при желании поддержать нас финансово. Так вы сможете внести свой вклад в противостояние пропаганде и позволить нам ежедневно радовать вас выпусками. Перейдем к новостям. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, потерпел крушение на границе с Азербайджаном. Он встречался с президентом Ильхамом Алиевым. Главы государств открывали плотину на реке Арас. В составе колонны президента было 3 вертолета. 2 вертолета, на борту которых находились министры, приземлились. Однако вертолет с президентом страны совершил жесткую посадку, заявили иранские СМИ. Поступили неподтвержденные сообщения об аварии одного из вертолетов, сопровождавших президента в районе Джульфа. Первые новости говорят о жесткой посадке вертолета, перевозившего президента. И, как вы видели на экране в теленовостях несколько минут назад, спасатели пытаются добраться до места аварии. Изначально стала поступать информация о том, что президент жив и не пострадал. Об этом якобы заявило иранское агентство. Однако несколько минут спустя информация о том, что президент Ирана в порядке, была удалена. Iron International сообщил, что с людьми, которые находились в вертолете с президентом, не было установлено никаких контактов. Также начали публиковаться кадры, на которых видно, как добирались спасатели. Доктор. Раиси принадлежит к ультраконсервативному крылу. Он придерживается жесткой линии в отношениях с Западом и пользуется авторитетом у иранских силовиков. В 2019 году на него наложили санкции США и Евросоюз. Раиси был участником смертоносной комиссии в 1988 году. Они выполняли распоряжения по убийству нескольких тысяч противников режима. На момент записи выпуска, по последним данным СМИ, поиски вертолета президента к успеху не привели. По словам иранских чиновников, жизни президента и главы МИД под угрозой. Потенциально в случае гибели Раиси его заменит на посту вице-президент Ирана Мухаммад Махбар. Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет президента и его соратников в объятия нации. Народ Ирана не должен волноваться, сбоев в работе страны не произойдет. Россия продолжает наступление в Харьковской области. При этом Украина на этом же участке фронта начала строительство 3-й линии обороны. По словам главы Харьковской областной военной администрации, РФ уже использовала накопленные силы для наступления. Он подчеркивает, что сейчас стоит задача сделать невозможным дальнейшее продвижение россиян. Те, що є частина фортифікаційних споруд недобудованих, це виключно тому, що там постійні обстріли і виконувати роботи там вкрай небезпечно. У нас люди загинули вже на виконання цих робіт. 4 людини загинуло, більше 15 отримали поранення. Зруйновано більше 30 одиниць великої спеціалізованої будівельної техніки на суму більше ніж 30 мільйонів гривень. Тому роботи, відповідно, продовжуються. На фоне напряжения в Харьковской области Россия продолжает атаковать город ракетами. 19 мая был нанесен удар по центральной части Харькова. Как говорит мэр города, одна из ракет прилетела на кладбище. Атаке подверглась и база отдыха под Харьковом. По ней оккупанты нанесли 2 удара, ранив тех, кто спасал пострадавших. Харьковские издания публикуют фото и видео с места прилета. В полиции уточнили, что на территории базы с начала полномасштабного вторжения ни разу не было военнослужащих. Впоследствии удара 6 человек погибли, 27 получили ранения. 8 граждан находятся в тяжелом состоянии, ведутся поисково-спасательные работы. Предварительно установлено, что удары были совершены ракетами «Искандер-М».
По последним данным Генштаба ВСУ, россияне за последние сутки не пытались прорвать линию обороны на Харьковском направлении. Однако ВС РФ пытаются это сделать на других участках фронта. Россия активизировала наступление на Покровском направлении, а также исследует потенциальные слабые места в украинской обороне на Северском направлении. Попытки прорыва в районе Белогоровки остаются безуспешными. В ходе боев противник продвинулся на 6-10 километров на разных направлениях и увеличил количество задействованных войск где-то до 35. То есть сейчас уже боевые действия идут фактически они ставят задачу сформировать так называемую буферную зону вдоль границы. И фронт этой зоны расширился до 75, как говорит главнокомандующий генерал Сырский, километров. Бои интенсивные с нашей стороны. Это проведение стратегической операции оборонной с активными действиями. Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фица находится вне опасности после покушения. Об этом сообщил вице-премьер Роберт Калинак. Однако его состояние остается тяжелым, и он продолжает нуждаться в интенсивной медицинской помощи. По словам руководителя медслужбы больницы, где Фица проходит лечение, ему понадобится много времени на восстановление. На základě raného konzília. На основании утреннего консилиума врачей мы можем констатировать, что в настоящее время состояние пациента не представляет угрозы для жизни. Его состояние, конечно, остается очень тяжелым, и ему требуется длительное время и покой в данный момент для выздоровления. Мы твердо верим, что все будет хорошо, но должны еще раз предупредить, что состояние здоровья премьер-министра по-прежнему очень серьезное. Инцидент произошел 15 мая в городе Гандлово, где Фица встречался с избирателями. Нападавший несколько раз выстрелил в него из пистолета с близкого расстояния. На данный момент суд Словакии рассматривает меру пресечения для нападавшего. Украинские дроны атаковали нефтебазу в Ленинградской области в ночь на 19 мая. Об этом рассказал источник УНИАН в Главном управлении разведки Украины. Жители региона в социальных сетях сообщали о взрывах около 3 часов утра. После этого на территории нефтебазы начался пожар. По данным источника, 3 взрывных устройства атаковали резервуары с топливом на объекте. В результате операции уничтожено место задержания горючего. Собеседник из ГУР Украины пообещал, что атаки будут продолжаться. Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и дальше последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях и не уберется из Украины. Цена российской агрессии для Кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше будет. Издание «Русньюз» публикует фотографии пожара на нефтебазе. При этом местный губернатор говорил о хлопках и отсутствии возгорания. По его словам, причиной взрыва стало использование пиротехники. Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. В здании старой Выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств. Европейский Союз ужесточил требования к ввозу домашних животных из России и Беларуси. Теперь, начиная с сентября, для питомцев необходим тест на антитела к бешенству, сообщает Delphi. В прошлом году 63 животных не были допущены в Литву. Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствия сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного. Все питомцы должны пройти тест на антитела к бешенству в лаборатории, которую аккредитует ЕС. Кроме того, животные должны иметь ветеринарный сертификат, выданный третьим государством.
年难得看到的一个大的疫情 COVID-19 的时候。 Дорогие зрители, спасибо за поддержку. Напомню, что ваша помощь помогает нам записывать новости и видеться с вами каждый день. Постоянных спонсоров и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или же становитесь постоянным спонсором. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.